Всем привет! Рада снова видеть вас у себя на канале. И сегодня я буду писать картину и рассказывать о вдохновении. Тропическая планета, вот где я пребываю. И сразу сюжетики в голове прорисовываются, обрамленные лазурью и превращающиеся в тот самый настоящий рай. Так что оставайтесь со мной, и вы узнаете много всего интересного. Поехали! Работу лучше в долгий ящик не откладывать, поэтому сразу начнем. До этого я только вместе с вами красилась, но краситься как-то более обыденно, чем работать. Но, надеюсь, мозг у меня в двух направлениях работать сможет, и я нормально смогу с вами коммуницировать и рассказывать вам все, что я сегодня обдумала и подготовила. В общем, вдохновение для меня — это энергетический порыв, реализующийся в действии. Потому что все образы, которые мелькают, проносятся в нашем сознании, на самом деле их, по сути, не существует. К чему я веду? Над вдохновением тоже можно работать. Тот факт, что вдохновение — это привилегия творческих людей, это миф. Вдохновиться можно на любой труд. И я сейчас расскажу об условиях, которые способствуют наиболее частому наступлению того самого вдохновения. Скотина! И первая пилюля будет горькой. Нет, мы не будем его ждать. Муза не приходит сама просто так. Дисциплина — это лучший друг. Возможно, поэтому я делаю два дела одновременно. Конечно, самое сложное — оторвать себя от своего комфортного состояния и начать работать. Самое сложное — это начать. Особенно, когда не хочется. Очень часто приходится себя преодолевать. Иногда приходится начинать через силу и договариваться с собой, что это совсем ненадолго, и сейчас надо просто сесть и начать работать, а потом вдруг неожиданно, через пару часов вы понимаете, что вы уже сделали огромную гору работы, и вас совершенно все это время ничего не напрягало, и самое сложное было переступить через себя и начать. Но иногда вдохновение не пришло, я не чувствую сейчас желания что-то делать, а на самом деле причина может быть более глубинная, и как раз речь может идти о страхе, который мы не совсем отслеживаем, который мы не осознаем, но если вдруг вам удастся заглянуть вглубь себя и убедиться в том, что на самом деле причина состоит именно в страхе, рекомендация от меня только одна. Она будет заключаться в том, чтобы через страх переступить и попробовать сделать. Опять же, тут вы вроде как договариваетесь с собой. Вы обещаете, что у вас может не получиться, да, или что-то может пойти не так, да, но просто попробовать. И чаще всего заканчивается все как раз тем, что все совершенно спокойно получается, и все довольны. И опять же, аппетит приходит во время еды, и вот здесь, когда получается, когда процесс начинается, раз, и вы понимаете, что вот оно вдохновение. Открою вам секрет. Иногда хорошая идея приходит через много часов кропотливой работы. У меня так бывает, постоянно. Например, я делала учебный проект, я его делаю все еще, очень долго не могла придумать ему название. Просто отпустила это все и решила как-то, что само название ко мне прицепится.
Я сидела как-то, делала какую-то документацию для проекта, сидела, писала, может, пояснительную записку несколько часов, и просто бах, там в 2 часа ночи меня вдруг осенило одно название, я, по-моему, даже уже спать шла. Просто ко мне прилетел сначала один вариант названия, из него я придумала 2, 3, 4, 5. Так, ладно, с ложкой дегтя про дисциплину и постоянную работу через не хочу мы закончили. Теперь, пожалуй, выдам вам те самые чит-коды. Очень сильно помогает всегда новизна. Все новое, что может прийти к вам в жизнь, новые заказы, новые проекты, переезд на новое место жительства, покупка новых художественных материалов или книг, эксперименты, использование, применение новых техник, инструментов в вашей работе, поступление этой новизны приносит вам вдохновение. Это 100%. Вариантов куча, а значит, стимулировать себя очень легко, и вдохновение получить можно многочисленными способами. Супер! Все новое будоражит, стимулирует мозг к работе, ведет вас к тому самому порыву, к тому самому вдохновленному, классному состоянию. Дальше наблюдение. Боже, великая способность, которую мы, к сожалению, в нашей чехарде и постоянной спешке и суете мы теряем. Я с детства обожала наблюдать за природой, потому что мы с бабушкой очень много ходили пешком. Для меня это было каким-то развлечением, но в итоге стала такой привычкой, которая меня не покидает уже в течение многих лет. И если вы даже вот сейчас во взрослом возрасте пойдете со мной гулять, я обязательно, вот я замечаю красивых птиц каких-то необычных, цветы, растения, почку на дереве, листочек. Меня это все дико будоражит, во мне это вызывает какие-то дополнительные идеи, какие-то зацепки, и раскрывает вот этот поток, из которого потом идет вдохновение для моего творчества. Так что выходите на улицу. Ну и, конечно, проще всего вдохновиться в путешествиях. Говорю я вам со слезами на глазах, потому что пока что мы лишены главной радости в моей жизни, наверное. Но ничего, я надеюсь, что еще чуть-чуть и скоро мы сможем везде перемещаться по миру без какой-либо опасности, а значит сможем вдохновляться, потому что это самая способность наблюдения, о которой я вам уже говорю сейчас, именно в путешествиях, за счет, опять же, присоединения новизны, она раскрывается в большей степени, вы больше наблюдаете за людьми, и отсюда приходит вдохновение, потому что в повседневной жизни, в каком-то вот этом естественном течении, не только в природе, но и в человеческой жизни, в их поступках, в их естественных ритуалах, общении есть тоже множество всего такого вдохновляющего и прекрасного. Ну и, конечно, архитектура, наблюдение за искусством, исторические различные места тоже, безусловно, являются источником просто бесконечным для вдохновения. Следующий пункт нашего списка начнется с того, что я увидела в себе. Возможно, кто-то из вас найдет такой же отклик и в своих мыслях, в своем опыте и подтвердит мои ощущения. Меня очень сильно вдохновляет какая-то злость. То есть меня что-то пушит. Okay. Push. В общем, если мне скажут, что я что-то не смогу сделать, или мне не стоит что-то делать и так далее, то, ну, конечно, меня это вдохновит по-своему на то, чтобы сделать наперекор. Может быть, у вас также бывает. Меня часто злит, что кто-то что-то уже сделал, например, ну, как сказать, злит. Ну, то есть эта злость, она направлена как бы немного внутрь меня.
самостоятельная конструктивная критика. Наверное, так. То есть это никогда не связано с какими-то глупыми, бессмысленными чувствами, типа позавидовать, что кто-то может, а я нет. Вот это все это фигня. Вот и я смотрю, что человек много работает, и меня часто это вдохновляет. Я смотрю на человека, который чего-то добился, и я сразу адресую, зеркалю эту ситуацию на себя. То есть, допустим, человек дошел вот до такого уровня, а Ирина, а ты где? А почему ты не дошла до такого уровня? То есть тебе надо, может быть, еще поработать и так далее. И таким вот этим шилом, которое, в общем, вы поняли, я порцию вдохновения себе просто сразу обеспечиваю и иду работать и не выпендриваюсь, собственно говоря. Может быть, легкое соперничество. Это очень актуально на учебе. Вот, например, я когда сейчас на дизайн интерьера хожу на учебу, на консультации, я смотрю, что делают или вообще сколько работают другие, и думают, что вот этот человек молодец. Для меня это всегда как знаете, самостоятельная конструктивная критика. Наверное, так. То есть это никогда не связано с какими-то глупыми, бессмысленными, потому что я смотрю, какой молодец, таких результатов достиг, мы вроде вместе тут ходим, занимаемся, а человек достигает. И я сразу думаю, а почему я тоже так могу? И я начинаю работать. Вот оно тоже вдохновение через других людей. И раз уж я затронула тут тему учебы, я также скажу про командную работу. Возможно, даже обсуждение какой-то темы. Это может быть даже не командная работа в прямом смысле, что вы садитесь и у вас коллектив художников. Я опять же говорю про свой случай, у вас может быть коллектив кого угодно. Иногда даже это может быть в кругу близких людей. За счет того, что другой человек пропускает ваши идеи через себя и высказывает, главное, чтобы это были правильные люди, и человек высказывает вам свою позицию, то есть это не мнение о том, что вы делаете, а мнение на тему. Раз это приходит какое-то озарение, что ты об этом еще из такого ракурса на это ты не смотрел, так об этом еще не думал, не видел такой точки зрения на проблему, и это в творческом потоке очень-очень бывает полезно. Я еще со времен универа вообще полюбила командную работу. Ты реально понимаешь, что вот вы реально в этом столкновении умов, в брейнсторминге возникают какие-то такие вещи, до которых ты как будто бы в одиночку мог дойти очень-очень вряд ли. Ну и далеко не всех художников мы с вами можем назвать своими конкурентами, потому что есть все-таки старые мастера, другие сферы, как кинематограф, музыка, скульптура, что-то еще, что может не быть также предметом прямой конкуренции, но всем этим вышеупомянутым тоже можно вдохновляться. Иногда цепляет простой поход в музей, просмотр фильма или мультфильма, чтение какой-то книги иногда вдохновляет на целую серию работ. Иногда выходишь из кинозала или из выставочного экспозиционного зала просто в таком диком подъеме, что ты идешь и создаешь что-то свое или что-то вдохновленное. То есть иногда ты видишь какой-то прием или какой-то цвет, свет, что-то еще, что настолько тебя зацепляет, или какая-то фраза в песне, которая просто залезает в мозг, и ты не можешь с этим просто так жить, тебе нужно это использовать, и это очень круто, это один из лучших источников вдохновения. И мы часто думаем, что шедевры создаются именно от прихода вдохновения. Это, конечно же, далеко не так. Творческие люди весьма впечатлительны. Я скажу за себя, опять же, иногда может накрыть так, что ты просто выдашь результат, который будет совершенно каким-то еще неосмысленным и непонятным, и его можно преобразить во что-то достойное только именно в ходе дальнейшей доработки. Конечно, на особо
яркое вдохновение, впечатление, нужно немедленно реагировать. Я сначала переношу концепцию, стараюсь запечатлеть все идеи, образы, которые родились в моей голове, все те эмоции сохранить и сохранить для себя то впечатление, которое в дальнейшем я смогу воссоздавать при работе. Особенно это актуально для живописи, потому что работы создаются не за один раз, а если речь идет о серии, то, естественно, вдохновившись и получив какую-то идею или концепцию проекта, вам нужно пронести это через долгий период работы над всем проектом. И важно как раз-таки запомнить это состояние, запомнить все те тонкости, тонкие моменты, которые вас зацепили. Возможно, больше вложиться в наброски, чтобы запечатлеть общую идею, но при этом сохранить впечатление и состояние. И в дальнейшем технически доработать. Но вам, конечно, нужно будет трудиться и работать. Надеюсь, вы к этому готовы. Спасибо, что все это время вы со мной. Спасибо, что я рисовала вместе с вами, а значит, вы были моей компанией. И подписывайтесь на канал и заходите ко мне в Инстаграм, потому что я хочу больше выкладывать, а для того, чтобы что-то выкладывать, нужен зритель. Жду вас. Хорошего дня. Пока-пока. Соответственно, в периоды отдыха можно, работать В период отдыха можно работать. Вот. Трудоголик. Ведь вдохновение — это такое одухотворенное состояние. Поверьте, одухотворенным под одеялком лежать тоже можно вполне себе спокойно.